Здравствуйте, мои подписчики и гости моего канала. Рада вас всех приветствовать. Сегодня я вам предлагаю замечательную альтернативу пицце. Для этого нам понадобится 100 грамм грибов, 1 лук. Здесь 100 грамм лука. Грибы, конечно, все мы помыли. Лук очистили и помыли. И теперь нам надо нарезать мелко грибы и лук. Пиццу, конечно, никто не отменяет, пицца есть пицца, но иногда хочется что-то и другого. Грибы и лук мы нарезали вот так мелко. И теперь все это мы будем обжаривать в небольшом количестве оливкового масла. Можете брать любое растительное масло, которое у вас есть. Сначала обжариваем лук. 1-2 минуты. Обжариваю я на среднем огне. Как только лук станет прозрачным, добавляем грибы. Это блюдо получается очень вкусным. Готовится очень просто, легко. Получается очень вкусно и сытно. Все хорошо перемешать. Посолить, поперчить по вкусу. И тушить на среднем огне до готовности грибов. Это примерно 15-20 минут. Больше тушить не надо, иначе грибы станут резиновыми. Переложили в отдельную емкость и дадим полностью остыть. Здесь тесто слоеное. Я буду использовать одну упаковку 350 грамм. Хорошо смазать соусом для пиццы, томатной пастой. У меня перечная паста, которую я делаю сама. Рецепт есть на моем канале. Немного туда добавила томатного сока. Получится очень вкусно. Хорошо смазали. Немного орегано. Орегано придаст аромат и пикантный вкус. И теперь слоями выкладываем бекон. Бекона у меня ушло 150 грамм. Накладываем нахлест, заходя немного краями друг на друга. Здесь маленькие кусочки. Также распределяем по всей поверхности. Вместо бекона можете взять фарш или кусочки курицы мелко нарезанной. Рецепт уникален тем, что можно использовать любые начинки, которые вам нравятся. Сверху грибы. Распределим все хорошо по поверхности. Здесь у меня укроп и петрушка мелко нарезанные. Присыплю. Можете использовать любую зелень, которая вам нравится. Можете добавить зеленый лук.
И обильно сверху все посыпаем тертым сыром. Сыр также берите тот, который вам нравится, но обязательно твердых сортов. Все обильно посыпали, и теперь будем сворачивать в рулет. Это удобно делать с помощью пищевой бумаги. Вот так потихоньку, слегка приминая, сильно не давите. Рулет должен хорошо пропечься внутри. Тесто должно хорошо подняться и пропечься. Свернули наш рулет. Видите, как с помощью бумаги он сворачивается очень легко и быстро. Вот такой красавец у нас получился. И теперь нам его нужно нарезать на равные части. Из теста, которое я взяла, 350 грамм, получается 8 порций. В форму, смазанную сливочным маслом, выкладываем рулеты. Выкладывать можно в произвольной форме. Форму также можно взять любую: квадратную, прямоугольную, овальную. Все зависит от ваших возможностей и фантазии. Так, все хорошо выложили. Слегка сверху придавить, придать округлую форму. И теперь надо все это смазать взбитым яйцом. Духовка уже должна быть разогретой к этому времени до 180 градусов. Выпекать будем в режиме обычном вверх-вниз. И теперь в духовку на 45 минут. За 20 минут до окончания я включу режим конвекции. И наше блюдо готово. Присыплю сверху зеленью. И можно наслаждаться. Получается очень нежно. Хрустит. Горячий. Не так просто его разломить. А запах какой! Вот так. Видите, как мягкий? Какая красота! Всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь, кто не подписался. И до новых встреч!